Всем привет, меня зовут Люба, и сегодня я продолжаю вязать новогодние украшения, и в этом ролике я предлагаю связать один очень миленький аксессуарчик. Смотрим. Для вязания нам понадобится пряжа, любая, та, которая у вас есть, но не берите слишком толстую. Можно взять вот такую достаточно пушистенькую пряжу, можно не очень пушистую. У меня как образец шнурковая пряжа, при вязании она немного вытянется, поэтому она не будет слишком плотно. Из этой пряжи будет тоже это изделие смотреться классно. Поэтому если у вас есть какие-то вот такие небольшие остаточки, тоже подойдут. Вязать я буду из вот этих двух оттенков, голубой и белый. Вязать крючком 3 миллиметра. У меня двусторонний крючок, он очень удобный. Вязание начинаем с формирования кольца амигуруми. Для этого я кладу кончик нити на 2 пальца, оборачиваю нитью пальцы и под свободный вот этот кончик завожу крючок и вытягиваю петлю. Нам нужно провязать 3 воздушные петли. Раз, два, 3. 3 этих петли будут заменять нам первый столбик с накидом. И еще в кольцо нам нужно провязать 8 столбиков. Итого должно получиться 9 столбиков с накидом. Накид. Два. И еще 7. 3. 9 столбиков с накидом провязаны, стягиваем кольцо достаточно плотно и соединяем наши столбики в кольцо. Для этого находим последний столбик, последнюю петлю первого столбика, имитации первого столбика, и делаем соединительную петлю. Такое колечко получилось. Первый ряд у нас готов. Сейчас вяжем еще 3 петли подъема, которые у нас заменяют столбик с накидом. И нам нужно удвоить каждый столбик предыдущего ряда, то есть первого ряда. В каждый столбик мы будем вязать по 2 столбика с накидом. Первый у нас провязан, накид. Два. Следующий мы вяжем тоже 2 столбика. И сюда же второй. Вяжем до конца ряда. Довязали второй ряд, делаем соединительную петлю, но уже голубым цветом. Итак, находим первый столбик, место соединения и соединяемся голубой нитью. Оставляем небольшой кончик белой нити, отстригаем, нам пока белая нить не нужна. И с кончиком голубой нити мы их связываем. Потом эти кончики можно все укоротить, спрятать в вязании. Итак, мы сделали соединение. Как обычно в начале ряда 3 петли подъема. И сейчас мы вяжем 3 ряда по 18 столбиков с накидом. То есть мы не делаем больше прибавлений. Сейчас мы вяжем только по одному столбику с накидом в каждый предыдущий столбик. То есть в каждый столбик предыдущего второго ряда. Готов у нас один столбик. И вяжем 18 столбиков с накидом до конца ряда по одному. Третий ряд провязан, 18 столбиков с накидом получилось. Делаем соединение с первым столбиком соединительной петлей
И вяжем точно такие же еще 2 ряда. Я довязала 5-й ряд и сейчас делаю соединительную петлю. Вытягиваем нашу голубую нить на небольшое расстояние. Пока нам голубая нить не нужна, вот этот кончик нам нужно обязательно закрепить, чтобы наше вязание не распускалось. Можно сделать узелок. Вот что в итоге у нас получилось, то есть практически пол носочка. И сейчас мы будем вывязывать пятку. Пятка вывязывается очень просто. Итак, находим место для вывязывания пятки. То есть вы можете ее расположить таким образом, чтобы место соединения наших рядов, оно было где-то посередине, то есть чтобы не было видно потом при уже готовом изделии. Итак, вставляем крючок, захватываем белую нить, провязываем первый столбик без накида. Далее у нас идет столбик без накида. Следующий идет полустолбик с накидом. Готово. Далее идет 6 столбиков с накидом. Раз. Два. Шесть. Накид. Далее идет полустолбик с накидом. Следующий идет столбик без накида. И следующий столбик идет соединительный столбик. Разворачиваем вязание на левую сторону, получается на изнаночную сторону. И вяжем следующий вот этот белый столбик, столбик, накид. Следующий мы вяжем полустолбик с накидом. Далее идут у нас столбики с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. И пятый. Далее идет у нас полустолбик с накидом. Далее идет просто столбик без накида. И делаем соединительную петлю в следующую. Разворачиваем вязание на лицевую сторону и вяжем последний ряд. Итак, в следующий столбик мы вяжем столбик без накида. Далее полустолбик с накидом. Далее идут столбики с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Накид, следующий полустолбик с накидом, следующий столбик без накида и в следующей соединительная петля. Вот такой следочек у нас получился. Готово. Нить белую мы отрезаем и ее закрепляем. Итак, выбираем примерно центральную часть пятки. Набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И нам нужно по вот этой окружности сейчас также вывязать 18 столбиков с накидом, то есть как по окружности вот этой части. Первый у нас провязан.
2, 3, 4. Далее вяжем таким образом. Накид, белую часть носочка, не довязываем этот столбик, накид, синюю часть носочка, то есть голубую вернее. То есть 2 недовязанных столбика, и все вот эти 3 петли на крючке мы вяжем за раз. Далее вяжем в каждый столбик по одному столбику. Дошли до второго угла пятки. Сейчас что мы делаем? Точно так же накид в голубую часть носочка, не довязываем столбик с накидом, накид в белую часть носочка, то есть в пяточную часть, и 3 столбика провязываем за раз и вяжем до конца этого ряда столбиками с накидом. Итого у вас должно получиться 18 столбиков с накидом. Даже если у вас получится 19 столбиков, то ничего страшного, можно оставить и 19. Все, и делаем соединение ряда как обычно. Сейчас мы вяжем еще раз, два ряда по 18 столбиков с накидом самостоятельно. Я довязала необходимое мне количество рядов в голубой пряже. Сейчас мы добавляем снова белую пряжу. Можно взять для обвязки края носочка, например, пушистую пряжу, либо плюшевую пряжу. Я возьму, обвяжу вот такой пушистой шнурковой пряжей. Сейчас мы отрезаем нить голубую, делаем закрепление, как обычно, чтобы носок наш не распустился. Итак, обвязку я буду делать просто столбиками без накида. Можно, кстати, провязать еще один ряд столбиками с накидом, как вам хочется. Я буду вязать без накида, то есть как такая легкая окантовка нашего носочка. И так до конца ряда столбиками без накида. Все, до конца ряда довязала, вытягиваю небольшой кончик и делаю незаметное завершение нашего ряда. С изнаночной стороны все кончики необходимо на необходимую длину отрезать и спрятать. И вот такой миленький новогодний носочек получился. По сравнению с ладонью, вот они такие небольшие, сюда можно положить небольшие подарочки для ваших детей. Будет приятная неожиданность, когда они на елке найдут вот эти, например, конфетки в таких миленьких носочках. Вяжите с удовольствием, вяжутся эти носочки миленькие очень быстро и просто. И пряжи на изготовление такого украшения понадобится совсем немного, поэтому действительно это красивое новогоднее украшение из остатков пряжи, та, которая вам совершенно уже не пригодится. Если это видео было для вас интересным и полезным, не забудьте поставить лайк этому видео. И если вы до сих пор не подписаны на мой канал, не забывайте подписаться. Всем пока-пока!